Здравствуй! Сегодня я с тобой хочу поделиться одной техникой, о которой ты, скорее всего, уже слышал или слышала. Но в чем же ее суть? Сейчас очень такое непростое, тревожное время, и люди переживают его по-разному. Так как средства массовой информации, оно просто забрасывает нас новостями, порой негативными новостями, и, возможно, коллеги на работе, родственники, они всегда говорят о том, что происходит в мире. И бывает порой сложно концентрироваться на чем-то хорошем, на тех хороших вещах, которые происходят у нас. И как раз эта техника поможет вам. Я испробовала ее на себе, и она отлично работает. Итак, что же необходимо делать? В конце дня, возможно, взять листок бумаги или какой-то блокнот и записывать 5 вещей, за которые ты благодарен. Что произошло сегодня? Возможно, это какие-то мелкие, маленькие вещи произошли, возможно, какие-то большие вещи произошли. И кому же это благодарность? В первую очередь, это может быть благодарность просто миру, Господу, Вселенной и так далее. Как бы ты ни называл эти самые высшие силы. Я благодарен за чудесный день, что сегодня было тепло, что погода хорошая и так далее, что я встретил таких прекрасных людей, что что-то удалось сделать и так далее. Во-вторых, можно быть благодарным себе, что вот наконец-то я справился с этим проектом, наконец-то там, не знаю, я сходил в спортзал или еще что-то. Наконец-то я там на работе смог что-то сделать, поговорил с человеком, с которым очень давно не мог поговорить и так далее. И благодарность может быть другим людям в нашей жизни, или благодарность за других людей. Как здорово, что у меня есть вот этот друг, что он просто есть, что я могу всегда к нему обратиться, что бы ни произошло, что он просто есть. Ну, конечно, за какие-то его дела тоже, но главное, что он просто есть. Как здорово, что просто я есть на свете, что этот человек просто есть и так далее. Но именно этому дню, возможно, что что-то, что отличает вот сегодняшний день от вчерашнего. Если, конечно, у вас там всю неделю была хорошая погода, то да, это возможно, но что-то еще, что именно сегодня было. Может, это какая-то чашка кофе, которую вы где-то взяли, он какой-то особенный был. И, возможно, вчера вы не готовили себе кофе, а сегодня решили приготовить. И такие мелкие детали. Встретили человека на улице, он вам улыбнулся. Возможно, как-то это вам запомнилось. И вот все вот это вы записываете, и попробуйте делать эту технику вот несколько дней, неделю. И посмотрите в конце недели, как вы будете себя чувствовать. Поскольку это техника на то, чтобы просто тренировать свой ум, запоминать такие маленькие детали, просто сосредотачиваться на таких положительных вещах в жизни, и вы заметите, что через некоторое время мозг автоматически будет искать эти вещи, потому что он уже знает, что мне вечером нужно будет что-то записать, эти вот 5 вещей, и поэтому он будет просто искать и отлавливать эти вещи, за которые он может быть благодарен, за которые приносят его там радость, заставляют его улыбнуться и так далее, вот эти вот вещи. Другое еще очень хорошее, как раз это хорошо для самодисциплины, и я это испробовала, и это отлично работает. Я это делала в течение года с подругой, когда мы договорились с ней, что я пишу ей свои благодарности, свои 5 благодарностей, за что я благодарна сегодня, и она мне это пишет в ответ, свои 5 благодарностей. И это очень помогает, особенно когда, возможно, у тебя был какой-то плохой, загруженный день, или на работе что-то произошло, и ты думаешь, все ужасно, все просто все раздражает. Но ты идешь домой, и ты получаешь сообщение от своего друга с 5 благодарностями. И ты так, но это немножечко тебя обязывает хоть что-то прислать в ответ о том, как прошел твой день. И сколько бы ни было времени на часах, ты такой, ну ладно, надо сейчас вспомнить, что же такого прекрасного сегодня произошло, хоть за что-то очень мелкое, но все-таки за что-то, за что я благодарен. Потому что ты знаешь, что твой друг это ждет. И наоборот, если у тебя был просто очень хороший день, и ты написал свои благодарности другу,
а у друга был какой-то грустный день, он получает твои благодарности, и он такой, так, ладно, и это помогает и ему. То есть такая взаимная поддержка. И часто было такое, что когда мне подруга не присылала благодарности, я думала, так, где же эти благодарности? Я хочу услышать, как у нее день прошел. И даже я тоже, я ей напоминала, или когда у меня были грустные дни, я не писала, она мне напоминала об этом. Так, где твои благодарности? Вот. И это очень такое взаимоободрение было, и мы поддерживали друг друга. И потом, да, мозг реально перестраивается, и он уже скучает по этим самым благодарностям, и он хочет все так же больше писать, потому что он находит это. Попробуйте.